Приветствую всех подписчиков канала. Я давно уже не снимал, вот выбрался на улицу, и как всегда они сразу вот таким вот образом делают так, что машина выезжает на тротуар и начинается музыка, подача всяких радиосигналов из нее. Сейчас я подойду и спрошу. Чего вы на тротуар стоите? Сворачивай. Так едьте сюда. Там машина выезжает. Куда поедет? Где машина? Там выезжает машина. Да не видно там машины. Вон машина там. Посмотри. Ты мог бы уже выехать. Да мне туда надо приехать. Так чего она там? Что? Ну вы в курсе, что нарушаете правила дорожного движения? Да как мне выехать из машины? Как? Выйти вот туда куда-нибудь или сюда. Вон она уже уехала, так что давайте. А вам что, это вот принципиально? Да. Почему? Я за то, чтобы права сохранялись людей и правила дорожного движения. Так а если, смотрите, машины стоят, как поступать? Смотрите, там уже машина. Нет, вот если та машина, вот, ну, мне надо сюда заехать, та машина, где мне только тут остается. Что хорошо? Почему вот мы парковки не сделаем? Почему только все смотрят, что кто-то нарушает? Чего вы молчите? Ну а что, не я этим занимаюсь? Не я этим, а как донести на что-то, так это все гораздо, да? Да. Вот, смотрите, ну что вы стали, почему вы не двигаетесь? Сейчас буду двигаться. Вот, только сейчас он стал двигаться и что-то предпринял. Как видите, там машина просто стоит, она и не думает разворачиваться. Они специально сделали вот такую ситуацию. Итак, я хочу сказать, что во время этого разговора меня сильно колбасило, потому как вы слышали радиосигналы, которые шли из этой машины. Они прикрывались сначала музыкой, ну и он, конечно, включал дурачка, мол, ну ничего нет. А также у меня сразу перехватило дыхание, когда я подошел к этой машине. Ну и началось, в общем, возбуждение нервной системы конкретно. Вот. Хочу сказать, что они постоянно устраивают вот такие вот сценки. И, ну, чтобы человек на них попадался, там что-то говорил. Это хорошо, что я к нему подошел и все-таки, можно сказать, дал ему просраться. Вот. Я хочу сказать, что теперь все время вот таким образом буду их снимать и говорить о том, что они нарушают правила на самом деле. И если все-таки закон, ну, они думают, что они самые умные и могут обдурить закон, то они, как бы, есть законы, которые нормальные, которые не относятся к тому, что там творится при пси-терроре. И, нарушая эти законы, они сами себя подставляют. В общем, вот такие идиоты, которым важно с самого начала выхода. Вот ты идешь, например, спокойный, вышел куда-то погулять, отдохнуть наконец-то. А они устраивают всякие конфликтные ситуации. Вот. Я мог бы пройти, конечно, и не вмешаться в это все, но себе бы дороже было, и как бы упустил бы вот такой шанс. И, возможно, я думал, что может как-то он, ну,
еще больше чего наговорит, что можно будет использовать потом. Но в итоге он вел себя нормально, как будто ничего не происходит. Ну и я также вел себя как обычный гражданин, которому просто не все равно то, что происходит. Вот. В общем, так и надо поступать впредь. Вот я иду дальше. И после того, как у меня перехватило дыхание вот в этой ситуации, и явно было, что, состояние у меня было спокойное на момент разговора, да, но во время его вот эти вот радиосигналы, которые шли из машины, которые, надеюсь, будут слышны на записи, его это тарахтение, и вот сразу как отошел, у меня полились сопли ручьем, и вот до сих пор вытираю. Так что они в таких ситуациях используют, в общем, комплексный подход и травят как газом, так и вот таким вот новейшим оружием, которое влияет на нервную систему. Если попасть в какую-нибудь критическую ситуацию при этом, то как бы довольно сложно сохранить самообладание. Вот. Ну и, конечно, уже когда я только начал записывать, там скорая уже поехала, но они быстро свернули свою мигалку, когда я стал, полноценно писать это все. Будем смотреть, что будет дальше и что они будут вытворять. Но у них вот с самого начала то, что они пытались сделать, они это сделали. Они сбили мне дыхание, сбили нормальную работу сердца. И сейчас я вот тяжело дышу, то есть я восстанавливаюсь. А как только вышел, в принципе, я нормально себя чувствовал и ничего такого не испытывал. Вот. По поводу моих новостей, в общем, все продолжается, как и прежде. Я стал активно сейчас проветривать, и в ответ на это мои соседи сверху зашевелились, они стали еще активнее постоянно стучат даже ночью, потому как я обычно ночью не сплю, вот. Так они совсем обнаглели, начинают стучать и включают опять мне вот эти вот радиосигналы для раздражения и, думаю, для зомбирования. Радиосигналы, которые похожи на молитвы. То есть они реально на них похожи. Иногда они включают их очень громко, вот. Иногда, конечно, тише, иногда они включают настоящую молитву. То есть эти сатанюги пытаются меня таким образом сделать еще большим рабом. Хотя я сейчас и так уже нахожусь под этими зверскими пытками и опытами. И так, можно сказать, в рабстве. В рабстве, которое намного хуже, чем было во времена прежние. Они хотят полностью вообще тотальный контроль сделать личности, изменение личности. Также, чтобы узнать больше об этом, обо всем, посмотрите, пожалуйста, видео про проект МК Ультра. То есть это уже разработка этих проектов, и эксперименты над людьми проводились уже очень-очень давно. Сейчас все, конечно, совершенствуется, но все равно, вот если даже обращаюсь к обычным людям, если вы вдруг посмотрите это видео, то знайте, что если вас не коснулось, то не значит, что не коснется и впредь. Потому как все это скрывается за завесой тайны от всех. Но сейчас жертв все больше и больше людей пишут об этом. Так что все это всплывает на поверхность. Как можете сами посмотреть, посудить, люди, которые об этом говорят, они, не похожи на каких-то там шизофреников, на параноиков. Они, четко, ясно излагают свои мысли, они не сумасшедшие, это уж точно. Иду дальше, немного передохну и продолжу снимать.